Рада приветствовать всех любителей вязания. Сегодня хочу поделиться с вами красивым фактурным узором, который идеально подойдет для создания теплого, уютного свитера. Этот узор прекрасно смотрится как на объемной, так и на пряже средней толщины. Мой образец связан из достаточно тонкой пряжи, здесь 270 метров в 100 граммах, и вязала я его на спицах номер 4. Вот так вот он выглядит. Этот узор практически одинаково выглядит что при вязании снизу вверх, что при вязании от горловины. Направление скручивания ложного жгута можно менять на ваше усмотрение, но об этом я буду рассказывать по ходу видео. Вот так выглядит его изнаночная сторона. Вместе с вами я буду провязывать этот узор из более толстой пряжи. Вы посмотрите на результат, потом попробуете на своей пряже и сможете подобрать свой вариант под любую модель с таким узором. Вещь получится не только практичной, но и современной, так как сейчас наряду с обычными косами и жгутами очень популярны всевозможные переплетения, имитирующие косу. Именно такой вариант я сегодня и хочу вам показать. С этим узором шикарно и гармонично будет выглядеть изделие, если его использовать как самостоятельный, например, как свитер, который вы сейчас видите на экране. Также этим узором можно выделить только центр свитера или же левую его часть. Также получится очень интересный вариант, если выделить им линии реглана, к примеру, или же сделать центральным мотивом рукава. Сегодня в видео я буду показывать не полностью узор, так как он вяжется очень легко. Схему постаралась составить максимально понятную. А покажу вам именно, как выполняется вот это переплетение и как вязать вот этот узор, который отделяет жгуты. Раппорт данного узора составляет 20 петель в ширину и 20 рядов в высоту. Итак, как я уже говорила, провязывать вместе с вами я буду из более толстой пряжи. Это стандартная зимняя пряжа, в составе здесь стопроцентная шерсть, 200 метров в 100 граммах. И вязать я буду этот образец на спицах номер 5. Я набрала 22 петли, 20 это раппорт узора и 2 кромочные. Петли симметрии я не набирала. Первый ряд кромочную я переснимаю и начинаю сразу вязать раппорт узора с разделительного узора. 2 изнаночные. Далее перекрещивание 1 на 1 вправо. Я буду выполнять его как удобно мне. Вы можете выполнять его любым другим способом. Нить перед работой. Первую петлю переснимаю на правую спицу, возвращаю рабочую нить и провязываю одну лицевую. Далее за работой на левую спицу переношу петлю, которая не была провязана ранее. Спускаю с правой спицы обе эти петли и на нее возвращаю уже провязанную петлю. Таким образом я выполнила перекрещивание. Теперь провязываю петлю с левой спицы. Перекрещивание 1 на 1 влево я буду выполнять более простым и удобным для меня способом. За работой я подхватываю вторую петлю, провязываю ее лицевой, петли не сбрасываю со спицы, возвращаюсь к первой петле и провязываю ее также лицевой петлей. Оба перекрещивания у меня выполнены. Далее 2 изнаночные петли. И начинаю вязать жгут. 4 лицевые, 2, 3, 4. Выполняю перекрещивание 2 на 2
влево. Вы можете выполнять его вправо. Здесь разницы никакой не будет, потому что свитер, который я вам показывала, он связан с перекрещиваниями вправо. Образец я связала с перекрещиваниями влево. Главное, чтобы все перекрещивания смотрели в одну сторону. Итак, это перекрещивание я также буду выполнять без дополнительной спицы. Поэтому на правую спицу переношу первые 2 петли, а вторые 2 провязываю. Нить чуть-чуть подтягиваю, чтобы она не провисала. Вот она у меня проходит. Далее перед работой подхватываю левой спицей и переношу на нее петли, которые не были провязаны. Придерживая пальцами, аккуратно спускаю все 4 петли со спицы. И за работой правой спицей поднимаю уже провязанные петли. Перекрещивание у меня выполнено. Теперь я провязываю 2 петли с левой спицы. И вновь 4 лицевые. На этом я закончила вязать раппорт узора. Ряд заканчиваю кромочной петлей. Все четные ряды в этом узоре провязываются по рисунку. То есть, если это изнаночная петля, она провязывается изнаночной при поворотном вязании. Если же это лицевая петля, то, соответственно, лицевой петлей. Если же вы вяжете по кругу, точно так вы провязываете четные круги по рисунку. Думаю, сложностей здесь никаких возникнуть не должно, поэтому четные ряды я буду провязывать за кадром. Третий ряд. Он также начинается с разделительного узора. Кромочную я пересняла, провязываю 2 изнаночные петли и выполняю перекрещивание. Если я выполняла в предыдущем лицевом ряду перекрещивание от центра, то в этом ряду я буду выполнять его к центру. То есть первые 2 петли я выполняю перекрещивание влево, провязываю вторую, затем первую петлю. И обе петли спускаю со спицы. Дальше вправо, нить перед работой, провязываю вторую петлю, за работой подхватываю и переношу на левую спицу петлю, которая не была провязана. Затем ее провязываю. Все, перекрещивание я выполнила. Дальше 2 изнаночные и продолжаю вязать ложную косу. 2 лицевые петли. Перекрещивание 2 на 2 влево. Первые 2 петли я переношу на правую спицу. Натяжение нити вот такое приблизительно. Оно не слишком стянуто, но и не совсем свободно. И провязываю 2 следующие лицевыми. Затем перед работой подхватываю и переношу на левую спицу петли, которые не были провязаны, а за работой на правую те, которые были у меня провязаны. Перекрещивание я выполнила и провязываю 2 лицевые. И еще раз точно такое же перекрещивание. Первые 2 петли перенесла на правую спицу, следующие 2 провязала лицевыми. Перед работой подхватила и перенесла не провязанные петли. За работой на правую спицу вернула петли, которые провязаны. Теперь с левой спицы провязываю 2 лицевые. Дважды я выполнила перекрещивание 2 на 2 влево. Теперь я провязываю 2 лицевые петли и ряд заканчиваю кромочной. Пятый ряд. Кромочную переснимаю, провязываю 2 изнаночные петли. В прошлом лицевом ряду у меня перекрещивания смотрели в центр, значит сейчас будут они смотреть от центра. Первое перекрещивание вправо, нить перед работой, пересняла первую петлю, вторую провязала. За работой подхватила левой спицей и перенесла не провязанную петлю, а перед работой провязанную. Провязываю эту петлю и выполняю перекрещивание влево. Вторую петлю провязываю, затем возвращаюсь и провязываю первую. После чего идет 2 изнаночные петли. И начинаю формировать ложную косу. Первые 2 петли переношу на правую спицу. Следующие 2 провязываю.
Возвращаю непровязанные петли на левую спицу и провязываю их. Первое перекрещивание выполнено. Второе выполняю точно так же. Первые 2 петли переношу, следующие 2 провязываю. Возвращаю эти 2 петли, первые, которые не были провязаны, на левую спицу, а на правую провязанные. И провязываю их с левой спицы. Второе перекрещивание и третье выполняю перекрещивание. 2 петли перенесла, следующие 2 провязала. Затем вернула на левую спицу не провязанные петли, выполнила перекрещивание и провязываю 2 лицевые с левой спицы. Все 3 перекрещивания у меня выполнены. Ряд заканчиваю кромочной петлей. 7 ряд. Кромочную переснимаю, провязываю 2 изнаночные. В этом ряду у меня смотрят перекрещивание к центру. Значит, сначала я делаю его влево, затем вправо. Нить перед работой. Первую петлю сняла, вторую провязала. Выполнила перекрещивание и провязала оставшуюся петлю. 2 изнаночные и ложная коса. 2 лицевые. Перекрещивание 2 на 2 влево. Первые 2 петли снимаю, следующие 2 провязываю. Перед работой возвращаю на левую спицу не провязанные петли, за работой провязанные. И провязываю с левой спицы. Второй раз выполняю перекрещивание точно так же. Первые 2 переснимаю, нить слегка натянута у меня, провязываю 2 петли, затем перед работой подхватываю и перемещаю на левую спицу не провязанные, а на правую провязанные петли. И провязываю петли, которые не были провязаны раньше. Второе перекрещивание я выполнила. Далее 2 лицевые петли, и на этом заканчивается раппорт узора. Ряд заканчиваю кромочной петлей. 9 ряд. Кромочную переснимаю, провязываю 2 изнаночные петли. Смотрю, у меня было в центр, смотрела перекрещивание, значит сейчас от центра. Перекрещивание вправо, нить перед работой, вторую петлю провязываю. За работой подхватываю и переношу на левую спицу одну петлю и провязываю ее. Перекрещивание влево выполняю немножечко иначе. Провязываю вторую петлю, затем первую. 2 изнаночные и заканчиваю выполнять перекрещивание ложного жгута. 4 лицевые петли, 2, 3, 4. Перекрещивание 2 на 2 влево, 2 первые петли переношу на правую спицу, 2 следующие провязываю. Перед работой подхватываю и переношу на левую спицу не провязанные, за работой петли, которые уже провязаны у меня. И провязываю петли жгута с левой спицы. Дальше 4 лицевые. И кромочной заканчиваю вязание ряда. Вот так выполняется этот элемент перекрещивания ложного жгута. Я думаю, что узор очень простой, он подойдет даже начинающим мастерам и получится очень красивый и интересный свитер. Возможно, у кого-то это будет шарф или шапка. В любом случае, желаю всем красивых изделий и хорошего дня. До встречи на канале!